Бедствие по имени Локи. Рыжеволосый скандинавский бог хитрости и обмана Локи – весьма популярный и противоречивый персонаж. Кто-то им искренне восхищается, а кто-то также сильно ненавидит. Но один факт остается неоспоримым. Своими чудачествами он сильно досаждал как обитателям небесного Асгарда, великим асам, так и простым смертным. Локи – потомок великана Фарбути, который был прародителем огня, и великанши Лаувеи. Когда ребенок родился, его родители пришли в ужас, осознав, какое чудовище произвели на свет. Лаувея предрекла гибель своему мужу Фарбуте, а когда страшное пророчество сбылось, она обвинила в этом младенца Локи и отправила его на воспитание к скандинавским богам, а сама покончила с собой, прыгнув с утеса в море, и сия пучина поглотила ее. Суровые асы приняли рыжеволосого младенца как родного, но, как показала практика, это решение было опрометчивым. Едва научившись ходить, Локи стал чудить и делал это весьма азартно. В конце концов, боги окончательно устали от его недобрых проделок и пожелали выгнать парнишку, а за него вступился великий Один. Он не просто пожалел маленького хитрюгу, а объявил его своим названным братом, и остальным обитателям Асгарда ничего не оставалось, как принять волю владыки. А Локи тем временем продолжил чудить и практиковал это с завидной регулярностью. Со временем он стал захаживать к великанше Ангрбоде, чтобы скоротать в ее компании долгие скандинавские ночи. Вскоре результатом данных визитов стало рождение 3 детишек. Разумеется, от союза рыжеволосого бесстыдника и немолодой великанши получилось мало хорошего. Полуживая, полумертвая дочь Хель, властительница царства мертвых Хельхейма, змей Йормунганд, низверженный богами в пучину морскую, как только те его узрели. Змей, кстати сказать, оказался обидчивым, окреп и опоясал весь мир, пожирая моряков, попадающихся ему под руку. Третьим ребеночком стал волк Фернир, который тоже не пришелся ко двору небожителям Асгарда, и по велению Одина его сковали цепью, воткнули меч в небо и обрекли на смерть животное, которое, между прочим, никому не причинило вреда. Локи ничего не сказал богам, цинично поиздевавшимся над его чадами, но обиду затаил, и она росла с каждым днем. Великанша Ангрбода была не единственным его увлечением. Одной из его возлюбленных стала красавица Сигюн, сохранившая верность Локи до самого конца. У них родилось 2 вполне обычных детей – Нарви и Вали. Сыновья очень любили отца, который по большей части где-то шатался, вытворяя различные гнусности. Локи ассоциировался с разрушением, ибо именно по его вине возник апокалипсис, событие, которое у скандинавов называется Рагнарёк. В общем, Локи – типичный трикстер, то есть пройдоха и плут. Его оборотистый ум и умение находить нестандартные выходы из непростых обстоятельств ценились асами. Он считался богом плутовства, кулуарных интрижек, хитрости, волшебства и коварства. Мстительный, двуличный и бесчестный, однако и ему не чужды самоотверженность и сострадание. Локи не раз приходил на помощь неблагодарным асам, как в случае с одним ятуном, бросившим вызов богам и поспорившим, что сможет соорудить для них чудо-стену. Несомненно, асы проиграли бы пари, и им пришлось отдать великану-каменщику в жены богиню Фрейю, если бы не хитрость Локи. Рыжий бестия принял облик игривой лошадки и стал резвиться, отвлекая от работы великанского коня Свадильфари, который должен был таскать для своего хозяина кирпичи. Это закончилось тем, что конь бросил работу, соблазнившись на призывы кобылицы в образе Локи. Акт соблазнения закончился для последнего беременностью и рождением восьминогого жеребца Слейпнира. Свое порождение Локи подарил названному брату Одину, который по достоинству оценил невиданную животину и оставил ее себе. Благодаря ему небожители Асгарда получили в собственность множество феноменальных девайсов. Бог Тор разжился одноименным молотом, великий Один – копьем и прочими сокровищами. Однажды Локи подстроил гибель бога весны и красоты Бальдра, что сильно огорчило его мать, богиню Фригg. Асы обозлились на Локи, а тот, в свою очередь, на них. Он пришел на поминки и оскорбил всех присутствующих, включая Одина.
Боги не простили ему этой выходки, превратив его сына в олив Волга, и тот разорвал родного брата Нарви. Самого Локи они пригвоздили к скале, повесив над его головой ядовитого змея, яд которого, попадая на лицо, причинял нестерпимую боль нашему герою. Сигюн сохранила верность непутевому мужу до конца, оставшись сидеть подле него, держа над головой сосуд, в который стекал яд, стараясь таким образом облегчить его страдания. Когда наступил Рагнарёк, Локи вырвался на свободу, возглавил войско йотунов и объявил войну Асгарду. Его образ очень узнаваем: рыжеволосый, худой и высокий, с острой бородкой и хитрой ухмылкой. Поддавшись первому впечатлению, можно подумать, что он высокомерен и слишком заносчив. Затем он начнет задаривать подарками и рассказывать забавные истории, благодаря чему покажется собеседнику милым и внимательным. Ну а когда украдет и спрячет на чердаке башмаки, его захочется всей душой возненавидеть, а в отсутствие появится чувство ностальгии и скуки. Кратко о Локи. Родители – йотуны или великаны Фарбаути и Лаувея. Этот бог коварства является одной из центральных фигур скандинавской мифологии. Этот персонаж считается главным злодеем, но такой однобокий подход не совсем верен, поскольку он постоянно балансирует между злом и добром. Локи невероятно популярен, и его образ часто фигурирует в средневековой мифологии. Его ошибочно считают сыном Одина, на самом деле он его названный брат. Он подстроил гибель сына Одина и Фригg, бога весны Бальдра. В наказание за этот поступок его навечно пригвоздили к скале. В момент апокалипсиса он сражается против Асгарда на стороне темных сил. В последней битве он противостоит Хеймдалю, и оба бога погибают от смертельных ран. Считается, что люди, празднующие свои дни рождения с 21 января по 19 февраля, находятся под покровительством Локи. Надеемся, вам была интересна информация в этом видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.